Всем привет! И еще раз вы на канале Пользанет. Меня зовут Саня. Сегодня идем в цирк Дю Солей в Доминикане, в Пунта-Кана. Разумеется, бостонский. Разумеется, сегодня первый день их выступления. Постараюсь что-нибудь доснять, но самое главное для нас понять, как снимает iPhone 13 Pro. Снимаю я сейчас с одной руки в движении, и вы видите, что в принципе днем при обалденном освещении он справляется. Если снимать с двух рук, если снимать стоя, намного лучше. Это канал Пользанет Live. Я стараюсь рассказывать вам о всех железках на основном канале, на лайв-канале, либо прожаривать их, либо вот такие делать примеры. Примеры съемки, плюс может быть какой-то user experience для тех, кто решит куда-то поехать, решит где-то сходить. И если вы будете обычным туристом, не подкованным 500 тысяч раз, вот так у вас все будет происходить. Не забываем подписываться на канал, места еще будет много. Я, наверное, каждый месяц куда-нибудь буду летать и с собой брать много железок. К слову, Mi 12 все три мне пришли. Моторолка вторая пришла. Помимо этого заказал я GT2, GT2 Pro, еще много всего. Так что жарить будем весь февраль, пока куда-нибудь еще не улечу. Смотрим. 4К 60 FPS, нельзя, к сожалению, на ширик и на фронталку переводить 4К 60 FPS. Это шведский стол, и перед тем, как пойду куда-то, нужно подкрепиться. Разумеется, здесь можно сделать бургер, здесь можно поесть фруктов и еще много всего. В целом, шведский стол чуть хуже, чем в Турции, хотя это 5 звезд. В Дю Солей автобус опоздал на 10 минут, но едем с комфортом. В целом все отлично, только снимать ничего внутри нельзя будет, но это не критично. Почему? Потому что в ролике добавится сафари. Читайте в моих глазах расстройство, что-нибудь-то подсниму, но мало. Такая красота здесь, шатров. К слову, security здесь и правда работает с досмотром всего и вся. Можно заходить в шатер. Здесь еще проверяют билеты помимо security. Кстати, довольно адекватные цены. Ну, относительно. Все, пошли. 4К 60 FPS. Если сидеть где-то в 10-м ряду перед сценой, скорее всего, все будет видно. Довольно прохладно. Не зря посоветовали приобрести с собой, точнее взять теплые вещи. Цены, стойки. Да, с светлого участка в темный даже iPhone не хочет перестраиваться. Потерял автофокус. И сходу все, кто у меня спрашивали или спрашивают во время Доминикана, какая главная эмоция, вот она, цирк Дю Солей. Я не знаю, до такой степени я все время был всю жизнь деревянный, что я никогда бы не подумал, что вот эта штука может до такой степени быть крутой. Никогда не жалейте на это денег, потому что вы себе удивитесь. Очень круто, мега, куда бы вы ни приехали, очень советую. И вот будет опять гора, очередной день после, получается, поездки в цирк. Квадроциклы.
Все будет медленно, мучительно, и после этого будет зиплайн, на котором я уже катался. Вы можете увидеть его на Motorola X30. Отдельный обзор был. Скорее всего, будет еще на айфоне. Это фронталка айфона 4К 60 FPS. Утро, Доминикана. Красиво. И, разумеется, еще основная камера. Вот так выглядит колонна квадроциклов перед стартом. Виды поснимаю. Наш голова. 3 человека отстало. Голова колонны там. Пока интересно. Попытка с закрепленным айфоном поснимать что-то. Как долго, неизвестно. Пока прогулка по городу. Немного съемки. Красота, конечно, довольно веселая. Дорога простая, скорость минимальная. Чуть быстрее, чем идешь пешком. Как правильно сказал сын, я говорю, родная грязь, он говорит, родные дороги. Да, очень реалистично все это дело выглядит, очень медленно проходит поход. Вы примерно видите сейчас, с какой скоростью я еду. Разумеется, на такие штуки надо брать либо крепление на грудь для айфона, либо крепление на шлем, либо второй вариант, ну, третий вариант, точнее, это, разумеется, GoPro, цеплять ее либо на морду квадрика, либо впереди. Потому что, ну, все медленно, я это говорю, чисто туристический маршрут из разряда просто вот еле-еле ползти. Вы видите сами, как растягивается группа. Но это не удивительно, потому что люди первый раз некоторые прыгнули на квадрик и еле-еле едут. Это, если что, фронтальная камера 4К 60 FPS. Позади меня постоянно ломается бедный квадроцикл у девушки. Максимально убитые квадроциклы, наверное, уже 8-й раз мы останавливаемся за 30 минут. Но вот так. Готовьтесь морально к тому, что это будет больше пешая прогулка, чем поездка на квадроциклах. Скажем так, вероятность ушататься будет в нули, фронталку протер, но все равно вы видите. Напоминаю, что никаких защитных стекол на смарте нет, iPhone 13 Pro. Вот такой вид у парковки. Так выглядит мотоцикл, квадрик, который дымит. И так выглядят горы. Кстати, на Пятигорск прям безумно похоже. Не то чтобы я фанат российской картинки, но, наверное, даже там посочнее краски будут. Но здесь все равно дышится легче. Только что мы проехали кокосовые пальмы и опять встали. Ну и здесь, соответственно, красота. Океан. И пальмы. Да. Там курочки бегают, если увидите. Они здесь мелкие. Я увидел. 4К 60 FPS, на шире, к сожалению, не перейти. Но я думаю, видов вам хватит. Очень много подобного по поводу строений различных разрушенных. В некоторых из них даже кто-то растет. Мусор везде, но это не удивительно. И кое-где что-то пытаются рубить. Для чего непонятно, но в основном, чтобы готовить пищу для огня. Многие говорят, что здесь есть еще мусороперерабатывающие заводы, кстати. Хотя некоторые гиды говорят, что все выбрасывается в океан.
Но опять же мусоропереработка с раздельным, получается, с раздельными отходами: пластик, бумага, металл. Только в центре города, где не пытались урны эти ставить, не в центре, их воруют. Ола! Под конец, точнее не под конец, а наверное где-то через полчаса экскурсия уже начинается в более высоком темпе. То есть начинаем уже двигаться. Но в целом пейзаж плюс-минус одинаковый. Да. Военный пляж, 60 метров, дальше частная территория. И это первая остановка. Купаться здесь нельзя. Ну, в принципе, такой же, наверное, пейзаж, как и везде. Такая вот дымка странная. Очень похожая на то, как будто что-то горит, но это не горит. Ничего. Это за нами практически везде пасутся коровы и лошади. С загонами, либо без. Поездка прямо вдоль берега. Выглядит все очень круто. Скорости растут. И от этого веселее. Пейзаж однообразный, но ввиду того, что к нему не привыкли, как вы понимаете, он глаз радует более чем. Дорога терпимая. Не скажу, что раздолбана, но нам повезло, мы не в дождь здесь. Мне кажется, в дождь можно уже было бы грязью умываться. Потому что дорога, разумеется, вся из земли. Вот так готовят кокосы. К слову, номер 13. Это мой квадрик с неработающим экраном. Но в отличие от некоторых, которые уже погибли, вот там их больше 3, он еще живет. Вот сейчас мы поедем через рисовые поля. Дальше, ребята. Едем ровно по колонне. Опаснее, чем там. Здесь намного опаснее, чем там, поэтому снимать ничего не буду. Если ехать вдвоем, дорога, правда, была сложной. Так что, если вы едете сюда, будьте морально готовы, что у вас колесо какое-нибудь горизонтально встанет. У нас у одного квадроцикла так встало. Красиво. Надеюсь, дождя не будет. По сути, вот так выглядит сборка риса, который мы потом покупаем расфасованный. Welcome. Кто там про сам Норма рассказывал? Здесь мы видим с вами необработанный рис. Я быстренько вам покажу. Вот так выглядит обработка риса. Тем, кому хочется взять себе, могут взять. И здесь же держат свинок. Да. Сахарный тростник жевать, но глотать нельзя. Чистый сахар. И здесь уточки. Водоем, конечно, не особо чистый. Ну как, сынок, не слишком скучно? Нет. Нет? Как твои эмоции? А? Повторим завтра? Повторим завтра перед отъездом. Поездка в Карело. Да, мы с вами остановились. Там Это мы просто мотали 10 на минут, квадрик. чтобы просто выдохнуть. И очередной раз та же самая гора с этими качелями, с квидичем, только уже на фронталку iPhone 13 Pro. В целом выглядит все шикарно. Там зиплайн. Ese carajito tiene más valor que todos nosotros. Зиплайн номер 2. Уже снимал на X30, но на основную камеру. Теперь на фронталку у iPhone 13 Pro. Все это занимает около 2 минут.
Все? Окей? I can go? Ох ты, нифига доски. Подтормаживаешь, когда ты головой цепляешься, неплохо. Неплохо. Ну вот первый участок получается 40 секунд с разборкой. Thanks. Cool. Вот и где-то так же. Dominican Republic, Montaña Redonda, Best country. Montaña Redonda, el mejor paraíso. Прямо район. A la orden 24/7. De I can 7 go. de la mañana a 6 de la tarde, disponible con casa de campaña. Да. Вот так примерно вы поедете на второй. Тоже, возможно, будете цепляться головой, поэтому кассы не снимаем. Виды шикарные с обеих сторон. iPhone даже на фронталку снимает более чем неплохо на основную камеру. Вы и так это увидите. Звуки слышите. В целом, вот так примерно осуществляется торможение. Вот так это выглядит со стороны. Сигнализация. С тормозом в конце. Хлоп. И все. Simply clever. Раньше и здесь просто бешеное количество ящериц, вот таких вот маленьких, которые бегают по деревьям. Притом они просто великолепно маскируются, что зеленые, что коричневые. И лягушкам, возможно, ядовитая, хотя сын об этом не знает. Я не трогал ее. Хорошо. Но здесь смертельных нет, никаких животных, но они могут испортить себе жизнь. Это королевская пальма. Плодов не имеет, растет вертикально вверх. Вот так, если что, растут бананы. Вот плоды дерева какао. Желтые созревшие, зеленые нет. Вот так выглядят зрелые плоды. Чайное дерево. Так цветут бананы. Игуэра сушили, делили надвое и делали из него тарелки. Маракасы и сушеный табак. Но его здесь не курили, а клали под губу, как на свай. Маракуйя. Папайя. Вот это вот темное основание, Сахарный и есть та просвет. часть, которая отрезается, и внутри имеется вот эта самая мякоть, которую вы пробовали. Вот для него часть. Я не хочу трогать. Табачный куст с табачной смолой. Вот оно. Снова мимоза стыдливая. Да, стесняшка. Вот смотри. Хорошо, что не кусают. Где она? Где? Какой закрывается? Вот это. Вот это? Ух ты. Она за медную сумку. Можно и про. Резюмировать хочу тем, что все закончилось на импровизированном ранчо. Здесь нам по минималке, как вы видели, показали всего чего. iPhone 13 не перегревался за сегодня, но хотя и особо жары дикой не было. По съемке вы сами все видели, все равно зайчиков чуть-чуть, но ловит. Не забываем подписываться на канал, ставим лайк за труды, пишем, интересны ли вам такие штуки. Летать собираюсь, напоминаю, каждый месяц куда-либо. В следующий раз, не знаю, наверное, в Дубае полечу. Уже был в Стамбуле, и вот так потихонечку буду тестировать девайсы. Напоминаю, что зовут меня Саня. Это лайв-канал «Основной польза.нет». Телефон могу советовать. Добра и удачи вам, дорогие друзья.